Всем привет! Сегодня запишем обучающий ролик по объемному анализу. В своем прошлом видео обучающему, которое называется «С чего начинается трейдинг», я затронул методологию объемного анализа и сказал, что у меня на сайте есть обучающие статьи, которые посвящены этой концепции. Для всех начинающих там можно их читать и изучать бесплатно. В этом видео хочу показать пример объемного анализа как практическую рекомендацию, либо же такое наглядное пособие, которое, надеюсь, начинающим трейдерам будет полезно в освоении этой концепции. Для тех, кто впервые смотрит меня, я скажу, что концепция объемного анализа рынка — это концепция, предложенная Ричардом Вайкофом еще в далеких 1900-х годах. То есть это достаточно старая концепция, но вполне себе эффективная. И мы сейчас попытаемся разобраться, почему же это так. В первую очередь в концепции объемного анализа преследуется идея от того, что мы пытаемся искать сделки умных участников рынка. В видео «С чего начинается трейдинг» я уже говорил, что сам факт наличия таких участников, не подвергается сомнению, так как даже сама биржа, крупнейшая фьючерсная, их регистрируют в отдельной категории. То есть это коммерческие участники рынка, которые, как правило, оперируют очень большими суммами. Раз они есть на рынке, то, конечно же, очень интересно, особенно начинающему ритейл-трейдеру, предположить, а где же они покупают, либо где они продают. Так как сама по себе эта информация может очень хорошо помочь в прогнозировании цен. Например, если бы вы знали, что Уоррен Баффет покупает крупный пакет акций на каких-то уровнях, я думаю, вы бы сделали то же самое, особо не задумываясь даже почему. Просто сам факт того, что такой проницательный инвестор, как Уоррен Баффет, совершает свою финансовую сделку, уже говорит о том, что он это не делает просто так. Именно такая логика и преследуется в концепции объемного анализа. То есть на рынке всегда есть умные участники рынка, которые понимают внутреннюю стоимость актива и даже могут с большей долей вероятности спрогнозировать будущее движение рынка. Это, конечно, сама по себе очень сложная задача, и не зря у таких, как Уоррен Баффет, есть целые аналитические отделы, которые занимаются прогнозированием, например, прибыли компаний. Но так или иначе, такие участники есть. И именно мы эту цель пытаемся ставить в объемном анализе. Прелесть объемного анализа в том, что э, основные паттерны поведения крупного капитала очень хорошо описаны. То есть, предположим, вы, как Уоррен Баффет, можете спрогнозировать будущее движение рынка. Предположим, гипотетически. Соответственно, скорее всего, при такой достаточной проницательности вы оперируете очень крупными капиталами. То же, что как бы вытекает одно из другого. Тот, кто может что-либо спрогнозировать, скорее всего, хорошо на этом зарабатывает. А значит, если вы оперируете крупными капиталами, то вы торгуете настолько большими объемами, скорее всего, что ваши позиции просто не могут остаться незамеченными для большинства участников рынка. Ну, те, кто, по крайней мере, смотрит на средние торговые обороты по ценам. И вот здесь и как раз-таки первый паттерн поведения. Если вы хотите что-либо купить, предположим, это дешево, и у вас очень большая позиция, то, конечно, выйти на рынок и просто покупать по стакану — максимально невыгодная идея. Вы можете получить очень плохую среднюю цену исполнения сделки, и в итоге от вашего потенциального профита ничего не останется. А значит, вам надо как-то так воспользоваться ситуацией, чтобы начинать покупать в момент, когда идут распродажи. Именно тогда вы можете выйти на рынок, покупать таким образом, чтобы вообще не влиять на цену и собрать хорошую такую объемную позицию.
То же самое и с продажами. Когда вы, например, сидите в какой-то прибыльной сделке, то есть какой-то тренд, например, как на британском фунте, цена уже растет, 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 и вы понимаете, что пора бы уже и выходить из него, так как есть некий уровень, есть некая воспринятая стоимость дорого, и вы понимаете, что это да, это дорого. И надо бы выйти, то есть зафиксировать прибыль. Вы где-то там купили по низам, и где-то здесь хотите зафиксироваться. Так вот, для крупного трейдера, опять же, есть проблема. Так просто нельзя выйти с рынка, так как если вы будете просто продавать по стакану, то вы просто размажете цену, получите плохую среднюю исполнение своей позиции, ну, и как бы ваш, результат, он как бы начнет сходить на нет, так как вы для того, чтобы эту позицию собрать, приложили столько усилий, надо было еще дождаться, когда цена там придет к вашим целям и так далее. То есть, а потом вы это просто фиксируете по стакану, цена просто мажется вниз, на большом спреде, и какой тогда в этом смысл? Никакого. Значит, и в этом случае вам надо схитрить в каком-то смысле. То есть вам надо подгадать момент так, чтобы начинать фиксировать свою большую позицию в момент, когда на рынке очень активно покупают. Тогда вы можете эти горячие пирожки, как горячие пирожки на вокзале зимой, все распродать и вообще практически остаться незамеченным для рынка. Ну, потому что есть огромный спрос. Именно вот, это мы попытаемся сегодня посмотреть на британском фунте. То есть в рамках методологии объемного анализа рынка есть, ключевой такой паттерн, как кульминация покупок либо кульминация продаж. Это паттерн, который говорит о том, как много и активно покупают на рынке. Ну, кульминация покупок в частности. И этот паттерн говорит о том, что когда когда мы его видим, он намекает нам, что умные деньги, те самые умные деньги, которые оперируют крупными объемами, могли начать фазу распределения. То есть они начинают втихую продавать, когда идет огромный ажиотаж, ажиотаж спроса. Как он определяется, эта кульминация покупок? Это всегда очень высокие объемы направленного действия. То есть у нас здесь есть два четырехчасовых бара, которые растут, закрываются наверх. То есть это сразу преобладание бай-стопов, рыночных ордеров, рыночных приказов на покупку, которые говорят о том, что кто-то в большом количестве покупал здесь и сейчас, направленно ожидая поход цены наверх. А кто-то, по данным биржи, здесь активно распродавался. То есть, если сложить два эти бара, то у нас вот получится такой огромнейший небоскреб. Огромнейший небоскреб, который ну, всем будет заметен, кто просто внимательно смотрит на объемы. То есть он выше среднего, он бросается в глаза, и самое главное, этот огромный небоскреб появляется по той логике, которую мы обсудили. То есть это скрытые продажи. Посмотрите на то, как эти бары нарисованы, особенно вот первый. Это бар, который пытался подняться наверх, но закрывается практически на самом минимуме. То есть там, где открылся, там и закрылся. Как правило, закрытие такого бара может свидетельствовать о том, что здесь была очень очень плотная лимитная стена заявок, которая ожидала своих покупателей. То есть это как такой вот огромнейшая плита, которая никак не дает подняться рынку выше. Каждый раз, когда покупатели приходят, здесь появляется лимитный ордер, они исполняются, биржа регистрирует сделки, но цена никуда не идет. Такие ордеры, как правило, по типу айсберг очень часто применяются большими деньгами, так как они еще в стакане скрывают конечный размер заявки. Вы не только втихую распродаетесь, но даже в моменте не показываете, сколько вы хотите продать. Согласитесь, само наличие таких вот ухищрений уже намекает о том, что кто-то явно преследует какую-то цель. Ну, то есть мотив. И мотив очевиден. Продать много, остаться незамеченным. Незамеченным для рынка, чтобы не получить плохую цену исполнения. Вот эти два бара – это наша потенциальная кульминация покупок. Почему потенциальная? Потому что все то, что мы обсуждаем, это, конечно же, допущение.
нам никто не позвонил, мне лично Уоррен Баффет тоже не звонил, не говорил, поэтому это все допущение, это нужно себе хорошо и четко понимать. Так вот, в этой зоне с очень высоким объемом мы можем видеть, как планомерно объем начинает затухать. Неудивительно, конечно, что это происходит на уровнях, так как уровни определяют стоимость рынка, дорого-дешево. И, конечно, там, где по-настоящему дорого, спрос должен затухать. То есть умные деньги на стоимости дорого пытаются выйти с позиций, и, конечно же, они не покупают, так как они что-то понимают про стоимость, в отличие от большинства начинающих ритейл-трейдеров, то, конечно, само их отсутствие как покупателей будет отражаться в падении активности, покупательской активности. А мы именно оцениваем волны спроса, то есть вот попытку подняться, она ничего не дала, объем потихонечку затухает. Больше нет этих вот небоскребов здесь, как спроса, и рынок начинает медленно загибаться, то есть так вот рисует шляпку гриба, и первый признак проблем — это первый повышающийся максимум. То есть это вот этот вот пин-бар, который появился вот-вот совсем недавно, это первый признак слабости рынка. Этот признак слабости рынка появляется после набора следующих факторов. Наша потенциальная кульминация, где мог произойти сброс актива умными деньгами. Второе, попытку подняться выше, объемы, смотрите, совсем затухают на максимуме рынка. То есть это видно невооруженным взглядом, как сильно падает спрос. Цена не смогла подняться наверх, цена откатилась вниз, то есть это первое движение цены. И на втором движении, то есть попытка возобновить рост, мы получаем наш пин-бар. Пин-бар на уровне — это паттерн price action, который говорит о том, что покупатели выдыхаются. И вот тогда вопрос, а почему же покупатели выдыхаются, если вроде бы у нас вот восходящий тренд был? А все очень просто. Они выдыхаются, потому что больше нет здесь спроса со стороны умных денег. Они распродались, и им просто неинтересны более высокие цены. Вот, в принципе, так выглядит концепция объемного анализа в теории. Какая ложка дегтя во всей этой бочке меда? Во-первых, то, что мы сейчас проговорили, это допущение. Вот то, что мы анализируем, да, это, конечно, факты, которые взяты из биржевых данных. Конкретно биржа CME нам дает объемы. Но нам биржа CME не подсвечивает открытые и закрытые позиции. И мы в каком-то смысле не можем с вами знать по-настоящему, что здесь произошло. То есть это первая доля, э, первый риск того полностью ошибаться. Второе, второе, никакой метод анализа нам ничего не гарантирует. То есть какой бы он ни был, это все не больше, чем логические умозаключения, ко- которые не обязаны гарантировать вам следующее, ну, направленное движение рынка. Единственное из всего этого — это понижающиеся максимумы. То есть это раздел теханализа, который говорит следующее. Когда у нас есть понижающиеся максимумы, сам рынок, то есть сама цена на рынке говорит, что покупатели, да, не хотели бы поднять цену, но ничего не могут с этим сделать. И статистически, когда вы видите такие сетапы, как понижающийся максимум, вы имеете некое статистическое преимущество. Оно относительно небольшое, это примерно так 60 на 40. 60 на 40, что действительно рынок становится слабым, и потом начнет развиваться медвежье движение. Но для трейдеров, которые работают на дистанции сделок, они пытаются в одной сделке заработать все деньги мира, этого достаточно, чтобы планомерно извлекать прибыль. То есть следующая ложка дегтя заключается в том, что трейдинг — это не про быстрые деньги, как бы тому ни хотелось. Здесь их просто нет.
Здесь можно заработать, но заработать только статистически, не споря с математикой и на дистанции. Когда вы каждый раз, делая логический анализ, находите глобальные уровни, на уровнях находите подобные паттерны, как огромный объем, без результата, попытку подняться, которая проваливается, то есть фактически ложный накол, и как такая некая двойная вершина у нас здесь появляется. Потом идут понижающиеся максимумы. Это все вам, вот эти все логические умозаключения, вашу вероятность повышают, допустим, до 70%. Из 100 сделок 70 будет в плюс, если вы будете постоянно делать одно и то же. Ну и на дистанции однозначно будет плюс. И вот так выглядит прибыль. То есть это некая размазанная цифра на дистанции сделок, которая в среднем дает плюс. Это хорошая новость для тех, кто готов планомерно делать одно и то же. И это, конечно, плохая новость для тех, кто ищет волшебные системы. Как я уже говорил в введении в трейдинг, видео, которое я записывал, никаких волшебных систем нет. Ну, по крайней мере, нам они недоступны. Может, для кого-то они и существуют, но для большинства трейдеров нет ничего волшебного. Есть только правила теханализа, такие как понижающиеся максимумы, уровни, объемы в зоне уровней, которые намекают, что здесь мог произойти трансфер. Вот это все как некие закономерности, добавляющие к вероятности. Но не более того. Подведем итог. В общем, методология объемного анализа рынка, о чем я писал статьи у себя на сайте для ознакомления начинающих трейдеров, посвящена действиям крупного капитала, которые пытаются хитрить с тем, чтобы незаметно накопить позицию на каком-то уровне, где это было дешево, и незаметно сбросить позицию на каком-то уровне, где это дорого. Соответственно, между этими уровнями они пассивны к рынку, и если они не будут поддерживать цену, то есть больше не будут покупать, понятно, рынок начнет загибаться и планомерно разворачиваться. В принципе, в этом и есть вся логика объемного анализа. Те трейдеры, которые следят за такими аномальными объемами на рынке, которые появляются не просто абы где, а на уровнях и дополняются паттернами технического анализа, они, как правило, имеют вероятность повыше, чем просто вероятность успеха в сделке выше, чем просто сделка по чистому теханализу. Вот такой пример применения этой концепции на примере британского фунта. Конечно же, очень важно соотношение риск-прибыль, о чем я говорил из видео в видео. То есть, если вы заходите в позицию от какого-либо уровня, то вы стоп-лосс, когда выставляете, ваша цель в идеале должна быть 1 к 3. Именно вот такая математика гарантирует вам успех на дистанции. Больше, в принципе, ничего не может вам гарантировать, никакой метод анализа вам не прогарантирует успех. Так как 70/30 win rate, 1 к 3 соотношение, вот это и есть залог успеха. Но опять же, этот успех возьмет только тот, кто готов делать одно и то же системно от сделки к сделке. Случайные попутчики, которые хотят здесь и сейчас заработать много, не смогут добиться своей цели. Рынок этого не прощает. На этом все. Я надеюсь, видео будет полезно начинающим трейдерам. Всем профитов.